Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Привет, привет, Деричер, привет. Так, друзья, всем привет. Вы на канале BLStream, с вами Михаил. Продолжаем мы прохождение серии Assassin's Creed Odyssey. Приятного просмотра. Да, у нас 7-я серия, максимальный уровень сложности. Сегодня пробуем, ну, скажем так, не знаю, даст ли это какое-то представление, допустим, со стороны зрителя. Попробуем в HDR поиграть. Вы напишите, пожалуйста, свое мнение. Лучше, хуже выглядит. Может быть, так и оставим. Приятного просмотра, да, хорошего настроения, хорошего вам дня. Деричард, здравствуй, дружище, добро пожаловать. Что-то я, Деричард, короче, немножко подстыл, я фиг его знает, как в Москву съездил. Уши, нос, короче, что-то прям вот такое, как вакуум. Сегодня пытался выспаться и как-то, не знаю, не мог себя заставить, короче, спать. Встал в 12, пока туда-сюда. Так, у нас, давайте, да, разбираться. Осмотрите дом предводителя, найдите сведения, указывающие на связь предводителя и Одессы. Ценность дома предводителя хорошо охраняется. То есть, да, тут последний у нас такой файт был, замес. На меня тут курица напала, точнее, петух напал. А вон он лежит, вон он. Вот, как-то так. Ну, пойдем попробуем. Да, вот эти вот штуки нам говорят, ребята, как надо факел кидать. Как там факел кидать? А, во, зажег. Ух, ё-моё. Ой, там припасы. Уничтожение припасов. Я теперь понимаю, что это такое. А что, еще поросята, что ли, нападают? Так, подожди, лады. Мне надо в ту сторону. 2-3 часика. Ну, наверное, часика 3 мы побегаем. А там выйдет больше у нас по стриму. Значит, поиграем побольше. Лишь бы все нормалек было. Смотри, волк. Мирного жителя тут, короче, загрыз волк. Печалька. Я б тут сделал сохранение, но сохранение уже не сделаем. Да, Ричард, дружище, ну что, есть как-то визуально хоть представление немножко? Или это вообще как-то, ну, не то? У меня такое чувство, как будто, знаешь, немного света дня прибавили, солнечного света, точнее. Немножко такого, знаешь, теплого. Так, а чё я, подожди, нагнулся-то, мне еще вон бежать и бежать. Да, мы с вами всего лишь 15-й левел. Так, завтра, да, сразу планы, пока кто-то, может быть, Fallen Good, Darkest Dungeons. Возможно, сегодня Darkest Dungeons, но не обещаю. Так, а пройдите следующие точки синхронизации. Я на месте. В этом доме должно что-то быть. Но дом охраняется определенно. Тут очень много охраны. Там получается
сведения. Так, там еще сокровище. Подожди. Подожди, пока. То есть нам надо в дом все это дело разрулить. Я понял. Можно тут точку сделать? А, да, еще мы босса убили, этого поросенка. Как он там? Вепрь, во. Незабываемое впечатление. А, вот, убейте капитана, сожги припас армии. Найдите острокон, заберите сокровища. А мы по снаряжению. Так, лук меня устраивает. Тот, который мы получили, лук Артемиды, плюс она как раз-таки дала задание на убийство всех этих зверей, боссов. Нужно действовать осторожно. Надо быть осторожнее. Здесь очень много охраны. Да тут охраны полно-полно. Мать, пробегай. Я тоже так могу. Ну что ж, подожди. По очереди давай, друзья. О, Кирилл. Ну так же нечестно. Ну, ребята, опять вы 2-3 нападаете. И фемма какого-то отца-убийцы открылась. Так, а я с ним совладаю? Что-то Мишаня разошелся. Они что, все на меня, что ли? Крестьяне, да? Собаки там. Сейчас набегут на тебя наемники.
Самое главное, чтобы они по одному, там, по два подходили. Еще. Нет. А вот это нечестно. Ух, нечестно, ребята. Почему они такие, это самое... Не, ну, я старался, типа, по стелсу, но по стелсу я все равно не убью. Ну, никак. Да, там в любом случае придется драться, потому что там есть и капитаны, и такие вроде крепкие. Не стоит здесь оставаться. Сейчас, секунду. И крепкие, то есть, ну, в любом случае я на них наткнусь. Типа, у меня не развита убийца, у меня больше развита воин. Ну, что-то, знаете, как бы потихоньку в одну, в другую сторону. Надо быть осторожнее. Здесь очень много охраны. Воровать нехорошо, да. Глядите в оба. Убийцы. Быстро. Так, мы еще не собрали, да? Ну же, накладывай. Ни следа. Расслабься. Пойдёте на корм червя. Ну где ты прячешься? Ты тут? Видите, в оба, убийцы рядом. Так, вон идет. Куда ты идешь, братиш? Приходи ко мне в гости. Я здесь. И пошел. Блин, держится кучкой. Ты посмотри! Вениками! Хорош. Да уйди ты с веником. Почему ты... По какой причине-то они нападают? Как же мне тяжело-то становится. Мирные жители просто тебя... Я понимаю, я их засыпляю, но а как по-другому-то? Видите, драка, ну разбегитесь, вы чего? Блин. Надо быть осторожнее. Здесь... Либо надо заваруху устраивать именно здесь.
Пробуйте он с капитана. Можно выйти-то? Сдохни, я и так... Да умри ты уже. Арес с тобой. Опять побился, чтобы убийств меньше было. Тихо, 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 тихо. Кажись, прошло. Попытайся из укрытия расстрелять врагов. Это я понял, да, можно такое использовать тактику, но я что-то попробовал из того, что зайти в комнату, дабы мирных жителей там не потрошить топором. Да, немножко отойти. Такой закуток. Ну, мы справились. Молодцы, молодцы. Помню, что нужно нам много-много дерева. Так, а тут еще остался. Есть. И... вон как раз-таки, я знаю, да, сзади доказательства будем искать, а вот еще. У нас сундук и боеприпасы там. Какой-то лук. Претендент на брак с Одессы погиб вскоре после их знакомства. Ага. В этом письме говорится о поместье Одессы. Они хотят забрать его любыми средствами. Ну да, мы типа помогаем девочке. И отцу там больному. Любыми средствами. Так, найдите острокон, сожгите боеприпасы. Где там еще? А, вон они, боеприпасы. Да стой ты. Тут тоже, да, есть что-то? Вот, острокон нашел. Потом откроется способность дождь из стрел. Хорошо в кустах сидеть и навесом расстреливать врагов. Дождь и стрел. Я видел такую способность. Ну, читал. Там показано так. Навесиком бьет. Да-да-да. Так, но это не до конца. Нам ценности в доме предводителя хорошо охраняются. Подожди, ну уже острокон нашли. Здесь сказано, что Одесса нанимала кого-то еще. Но зачем? Угу. Правитель Мегариды пытался устроить брак Одессы. Легкий способ завладеть поместьем ее отца. Все, вернитесь к Одессе. Думаю, этого хватит. Пора вернуться. Справились. Справились мы, да?
Хоть не с первого раза, но все же прошло. Так, а там охраняется? Ну, какой-то сундук. Давай заглянем. Да, еще и лук нашли. Интересно, интересно заглянуть, что это такое. У нас урон охотника к скорости усиления атаки, выстрел хищника, способность. Здесь у нас шанс у крита в режиме ярости 4 урона, 8 убийца. Выстрел хищника имеется в виду, когда стрела летит, да, там накрывает. Но мы можем на любой также лук повесить. Ну давай попробуем с этим. Шанс крита, говорит. Полимон идеально подходит Одессе. Его семья предана нашему делу, и он сможет направить энергию Одессы в нужное нам русло. Недавно у нас была неприятная встреча. Одесса наняла Зенокла по прозвищу Гиена для защиты. С наемником покончено, но он убил немало людей. Его поместье необходимо для нашего плана. Возможно, скоро нам придется пойти на крайние меры. Мне казалось, что Праксис хорошо ладит с Одессой, но это было не так. Я знаю, что она приложила руку к его смерти. Теперь придется искать другого поклонника. Лучший закат Греции, Мегарида. Меня попросили уничтожить кое-какие записи, но утруждать себя не хотелось. Прогулку на запад к подножию горы Герани казалось приятнее. На дне в центре залива есть развалины. Там и найдешь их на одной из полок. К подножию горы Герания на дне залива есть развалины. Ну это да, это запоминать, это искать, а мне... Ух ты. А мне бы вообще эти статуи найти. Как они называются? Ну, в общем, вы поняли. Отправить этому... рассказать, точнее, свои ощущения с слепцу. Или как он там? В общем, отец. Так, воровать нет, не будем. А, я что-то помню, да. Сколько я там последним стримом попыток сделал. Именно с этого места. Что-то как-то ярковато, по-моему, да? Гроб 903. Спасибо большое, добро пожаловать. Правителю Мегариды нужно поместье Одессы, и он хотел устроить ее брак, чтобы завладеть землями после смерти ее отца. Но, судя по письмам, один из претендентов на этот союз был убит. Одесса нанимала кого-то еще. Но Ага. трудно сказать, есть ли... Сейчас, друзья, я прям 5 секунд. Мне любопытно самому. А как я увижу-то? Я никак не увижу. Сейчас, говорю, друзья, 5 секунд как. А посмотреть-то нельзя. вина? Ты вернулся. Надеюсь, с новостями. Вот что мне удалось найти. И у меня и правда есть. Я узнал, что тебя преследуют по 2 причинам. Отлично. Что за причины? Первое — богатство твоей семьи. Вторая — брак по договоренности. Теперь совершенно ясно, что я жертва. Так, я знаю, что происходит. Зачем ты наняла других мистьев? Как погиб один из твоих поклонников? Зачем ты наняла других? Их мистиев? О, для мелких поручений. Наемникам всегда можно найти применение. Я знаю достаточно и могу сделать вывод. И какой же? Ты не заслужила такого. Ты лишь хотела жить своей жизнью. Конечно. Я ни в чем не виновата. Если мой отец будет здоров, я смогу отправиться в путь. Да что ты, все сердечки. Скоро ты отправишься в путь. И очень скоро.
здесь я трачу свою жизнь впустую. Перемены иногда приходят быстро. Уж поверь. Вот и все. Мы закончили все свои дела. У меня то чувство, как будто там засветлено. Присоединяйся ко мне. Зачем же прощаться? Оставайся со мной. Ты мне очень помог. А еще я не прочь уехать отсюда. Ясно. А как же твой отец? Ему гораздо лучше благодаря тебе. Ты не боишься, что его будут преследовать? Я расскажу все, что ты выяснил, тем, кому доверяю. Его не тронут, побоятся огласки. Добро пожаловать в команду. Ну, а теперь она за нас, да? Лук Одессы взяли. Слушай, действительно, она за нас стала. Выносливость грибцов к появлению слабых мест отстрел. Лук Одессы, 7 урона охотника от попадания в голову. Круто, круто. Ну, типа, его, конечно, тут надо еще усиливать всякими возможными. Что-то я не пойму. По-моему, слишком засветлено. Кто-то есть, может сказать, засветлена слишком картинка? Я что-то прям не понимаю, но вижу прям одни эти. Давай я сниму. А то это прям, ну, невыносимо, конечно. Вот, вот сейчас нормально. Так, окей. Куда мы с вами дальше ринемся? Задание, задание, вспоминаем. Так, это у нас 18-й. Нет, это многовато. С Геродотом. Помню. Так, траву мы вроде относили. Завершите все задачи грибцов. А, вот, слепой царь. Как там слепой царь, да? Статуя Афины в Аттике, Корифине, в Аркадии, Лаконе. У нас есть что-нибудь из этого? Аттика, но мы еще не дошли до Аттики. Лакрида, по-моему, да? Малида нет. О. Да я... Лакония, вот точный. О. Я понял. Мне тут, в общем, еще плавать да плавать. Поговори с Геродотом. Ну что, может быть, с Геродотом пойдем поговорим? Должны быстро отправиться. У нас есть... Принц Персии, да. Можем сюда или вот сюда вот. Алексиус не на шутку устал от повседневных тягот и решил установить силы вдали от шумного мира. Задание Корфу. Не знаю, честно, что это, с чем связано. Попробую быстро переместиться и пойти все-таки по сюжеточке. Немножко. Из укрытия расстрелять. Но это стелс, да, типа стрельба, луки. Так, а где мне с ним разговаривать-то? Далековато. Сейчас мы выберем. Греция. Греция. Но это не означает, что да, именно на этом материке. Это доп. Задание, я его пока не проходил, но советуют после прохождения основного сюжета. Ага. Понял. Филипп.
В общем-то, я ничего, да, Ричард, не увидел в этом HDR хорошего. Я смотрю в OBS-ку, и там то чувство, как будто все засвечено. Прям светом много-много-много. Почему так, я без понятия. Хотя я вижу очень интересную, ну, обычную картинку. Типа там спойлеры могут быть. Типа там спойлеры могут быть, то, что связано с основным сюжетом. Зафиксировал. Да погоди ты, брат. Стой. Нам, значит, тогда по дороге надо. Филипп из-за кустов такой. Опа! Стой. Давай, сейчас дорогу найдешь. Все, пускай скачет. Но пещера, вот эти вот исследования пещеры, там, туда-сюда, там, я что-то смотрю, там не особо показано, что именно вот здесь, вот, в Факиде, там, или вот конкретно в этой области. То есть пещеры исследуешь, или там еще какие-то задания, это все, как всеобщие идут. Стоп, стоп, стоп. Эй! Элла! С Филиппом по горам, а тут одни медведи, короче. Стой. Блин, не собрал. Еще не собрал. Я не успеваю нажимать. Давай, давай! Да мы столько с тобой пропустили, Филипп. Всяких интересных там деревяшек. Тут можно, да, спуститься? Да, есть. Ну что, поехали. Да, поехали. Тут невысоко. Ты мой боевой конь, подъем. Ай да молодец. Ай да красавчик. Фермопилы. Говорят, здесь нельзя пройти, не испачкав. Лев Леонида. Круто. Беспокоится Леонид. Жаль, что я не знал его. Ну, Леонид, это же наш этот предок. Мы же как потомки Леонида, наемники. Закрой глаза, и ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. У меня микрофон шум издает из-за компьютера. Вот когда в Одиссею играю, нагружается, видно там помехи. Скачи. Так. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать. Фокус-покус. Она как и эта сестра Кассандра, да, видит прошлое, воспоминания какие-то. Только этот может заглядывать в прошлое.
Классно вообще. Прям аж дух захватывает. Геродот, Я цел, я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. Почему спартанцам никто не помог? где были союзники Спарты? Среди греков не только спартанцы желали дать отпор Ксерксу. Многие были готовы сражаться плечом к плечу с Леонидом и его воинами. Но когда великий царь увидел в их глазах страх, он отправил их домой. Это не храбрость, а безумство. Предсказание Пифии гласило, что персы лишат Спарту либо свободы, либо царя. Леонид сделал свой выбор. Что стало с Леонидом после той битвы? Ксеркс славился тем, что чтил воинов, отважно сражавшихся против персов. Но Леонид настолько его разгневал, что Ксеркс отрубил ему голову и насадил на пику. Затем в суровом бою спартанцам удалось вернуть останки царя. Теперь он покоится там, где должен. В Спарте. Так, предатель. Что стало с предателем Эфиальтом? Ксеркс заплатил ему, но одна измена влечет другую. За его голову назначили награду. Он умер, так как жил трусом. Ты знал, это копье... Чего? Ты знал, это копье это сделает. Ты знал, что так будет. Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне, не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации, о народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Так, кто те люди, что жили до нас? Говорил про народ, живший до нас. Кто они? Они не боги, но жили намного дольше простых смертных и знали гораздо больше. Я видел рисунки, символы, указывающие на то, что их цивилизация создала людей и дала им огонь. Но Зевс винил Прометея. Да, возможно, его орел клевал не ту печень. Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Смотри, он говорит, копье признало его, но это то чувство, и плюс он смотрит на воспоминания, как и Кассандра, в принципе, взглянула
да, то чувство, что он тоже какой-то некий родственник наш. Добро пожаловать на Адрестию, Геродот. Ты отправишься с нами? Мне нужно в Афины. Дела требуют моего внимания. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба столкнула нас. Мы можем... Так, ладно, подожди. Геродот. Урон воина, урон от яда. Урон убийца. Так, пока я надену, да, посильнее. Там только доспеха больше. Тут 2% здоровья. Но эту гравировку мы можем там поменять. Найди таинственное строение и проникните в него. Это строение находится на острове Андрос. Ищите в западной части заброшенного леса. Македония. Лемос. Ух ты ж, тут, ребятки. Тут куда тут... Андрос. А где Андрос-то? Вот она. Ищите в западной части заброшенного леса. Ну что, выдвинулись мы. Знать, что задумали боги, но должны следовать их замыслу. Может, ты прав. Клево вообще. Геродотом общие враги. Элпинор, да? Он был членом культа космоса. Они используют Оракула, чтобы управлять Грецией. Самого Оракула? Невозможно! Так, стоп. Давайте посмотрим. Корабль. Наемники. Что там по наемникам? Я пока тут не особо что-то понимаю в наемниках. Ранг 6. Ранг 5. Алекс, Алиат. Тут их тьма тьмущая. Хотел корабль там что-то улучшить. Но мы улучшили. У нас еще есть дерево. 10 сила так огня. Нажмите, удерживайте левой кнопкой метнуть копье. Нажмите или удерживайте, чтобы метнуть копье. Доступен залп стрел. Стрельба последовательно залпами стрел. Временно на изготовку. Можно нанять 3 члена экипажа корабля. 200 дерева. Да как же тут все интересно-то? 3 тоже, в принципе, можно. Ладно, пока не будем томиться, да, в этом. Аполлон не допустил бы. А теперь они ищут мою мать. Я должен найти ее первым. Возьмем, значит, возьмем. Ну, я имею в виду, накопим. Клянусь Гермесом. Сначала Оракул, теперь этот культ. А у них главный. Я не знаю, кто там главный, там война идет. Боже, что моя сестра. Твоя сестра, молодец. Как же сложна твоя жизнь. Ты не говори. Но не волнуйся. Теперь у культа космоса 3 новых врага. И один из них берется подобно Ресу. Где тут пираты? Кто есть кто? Зевсу. Мы обрушим на них гнев богов. Он всегда за это и любит. Посейдон, неси нас в Афины! Посейдон, неси нас в Афины. Сперва взглянем на Андрос. Раз уж мы собрались на войну, нужно заняться... Адрессию можно улучшить, используя ресурсы. Можно добыть немного ресурсов, просекая, уничтожая вражеские корабли. Для улучшения корабля откройте меню. Нужно было сказать об этом раньше! Где во имя Посейдона мы найдем припасы? Отец говорил, море берет. Я просто думаю, лучше на пиратов, Есть немало пиратских кораблей. от пиратов отбиваться. Вон они. За то, что нам пригодится. Сами пираты. Отчего же мы ждем? Начнем охоту! Теперь у нас есть все, что По черным парусам пираты. Теперь у нас есть таран. Настоящий
Просто. Стреляй по команде! Тут новые битвы! От Растея ничего не страшно! Стой, стой, стой. Мне надо разогнаться. Мне нужно дерево. Замедляй, разбивай. Плывем на полной скорости! Во. Сделали квест. Ну кто меня там бахает-то? Я думаю, что надо текать. Если черные... Если черные, то пираты, а это вообще кто такие красные 15 уровня? Вы, ребята, вы что на меня нападаете-то? Готовь весла! Готовьтесь стрелять! Помедленней! Как там кнопка R, да? Случайно задел корабль Спарта. Еще! Парус! Снизим скорость! Лучники! Вперед! Мы промахнулись! Корабль поврежден! Скорей! Всем навались! Надо текать, там еще сзади. Нам нужен отдых! Быстрей! Случайно, говорит, задел корабль Спарта. Ты не хотела, мужики, не хотела. Это как с крестьянами. Одного зацепил и все там. Занять места! Мы не сможем плыть быстрей! Сможем, сможем. Чего не грозит! Вперед! Все, все нормально. Курс в открытое море! Медленнее! Впереди Марафонский залив. Сынуль, привет, сынуль. О, а он первым делом к черепахам. Великий фильм. Персидский царь. Да. Они могут высоко ходить, потому что у них лапы находятся по бокам. Не знаю. Именно Понял. Великий Тесей убил критского быка. А, Тесей убил быка. Марафон. Уничтожим врага! Лучники готовы! Замедляй! Лучники! Приготовьтесь! Держите станцию! Еще один залп! Готовьтесь! Пускай стрелы! Как копье-то, брат. Отдать скорости! Лучники, готовьтесь! Гребцы, медленнее! Копье, копье, кидай. На исходную! Слушайте пламя! Столкновение! Стреляйте! Стрелять не готовы! Сейчас столкнемся! Короче, меня сейчас тут раздавят, ребят. Отдать скорости! Тут несколько пиратов, тут 3 корабля. Я не знаю, как с этим копьем стрелять. Вот отметка есть, и как оно стреляет, без понятия. Кнопка R — это огненные стрелы. Привет, Мишанька, привет, добро пожаловать. Располагайся. И именно вот эти копии, я что-то все кнопки жму рядом, они у меня не функционируют. Потише! Стой, секунду, где я есть? Это да. А
ну шустрее! Можешь попробовать просто, ну, уплыть от них. Сражаешься за треть. Слушай, весла! Нет, я не сражаюсь за Грецию, я пытаюсь проплыть по сюжетке, а там 3 корабля пиратов. И этих пиратов я не могу как-то раздолбать. Урон от тарана. Урон от стрел. Вот, следующий уровень от копий. Вот как этими копиями пользоваться? Сила огня. Тарань. Нет, копия, как копия? Нажми или удерживай левую кнопку, чтобы метнуть копье. Прокачал. Что еще можно качнуть? О, защита команда. Берем. Держите Q, чтобы использовать подготовку. Тарань, ага. 3 вражеских корабля, я просто не успеваю. Живей! Готовьте стрелы! Вот я! Вот они, копия. Быстрей! А это пираты. Даем по команде! Стрелы готовы! Приготовьтесь к бою! Отдыхай! Тише! Готовьтесь стрелять! Говорить! Мы сможем плыть быстрее, как только скорее! Да, копии посильнее бахают. Готовьте руки! Наддать скорости! Не готовы! Вперед! Гребцы больше не могут! Вот эта штука. Как ее? Задействуй. О. Отплываем. Ресурсов куча уходит, но... А что делать? Сам пора отдохнуть, капитан! Гребцы, ну! Команда, готовьтесь к бою! Готовьтесь стрелять! Собирайте стрелы! Держись! Они идут прямо на нас! Бросайте! Лучники! Вперед! Блин, нас второй еще там бьет. Курс в открытое море! Держитесь! Они хотят нас ранить! А ну, шустрее! Мы больше не можем плыть так! Вперед! Помедленнее! Стрелять не можем! Капитан! Нас хотят ранить! Блин, не идет так. Короче, надо просто тут текать. Я не смогу их троих. Они копьями, огненными таранят. Все, что можно, в тебя вылетает, но... Ресурсов куча уходит на улучшение для комфорта до середины. Так, корпус. У меня так работало, если целишься, то они из лука стреляют, если хочешь. Не, копье зажимаешь, копья кидаются сблизи. Неплохо. Стреляешь с простых луков. Нормально. Потом накапливается у тебя этот адреналин, короче. Ты можешь огнем бить.
Прочности у меня нету, прочности корабля. Тут если к прочности, тогда надо вот эту брать. Нет, где она? Членом команды. А члена команды поставишь, а там можно и прочность, в принципе. Ну, забахать помощнее. Там кто-то есть у меня на прочность корабля. Ладно, я, конечно, попробую просто проплыть в баню. Вот они опять. Готовь весла! Весла в воду! Живей! Держать скорость! Ну кто меня бьет-то? Заряжайте. Замедляйте! Где копия? Копия, копия. Грибцы не могут быстрее! Там что-то есть! Может, поднимем? Мы еле держимся, капитан! Мы не попали! Это чудо, что вы еще живы! Капитан, они идут прямо на нас! Быстрее нельзя, капитан! Паруса все рваные, драные. Поднять пару! На таран идем! Блин, там еще один фуловый. Не, поплывем. Там еще один фуловый, у меня хп нету. Ну, пробел, пробел. Все, плывем. Откуда? Копье, откуда оно, говорит? Она сказала, что спартанские солдаты принесли его ей из Фермопила. Ей? Почему? Леонид был ее отцом. Не может быть. И эти видения. Леонид ее был отцом. То есть это была дочка нашей мамы Леонида. Указать путь? Не только. С ним легче в бою. То есть Не могу описать. Как будто я знаю, что сделает мой противник в следующий момент. потрясающе. Это просто невероятно. Мы приближаемся к острову Андрес. Да, Копье предупреждает, что сделает. солнца! Ахилла! О, Был поражен тем, что Андрес торгует одним из самых дорогих видов мрамора. Тот остров с руинами древней цивилизации, о котором ты говорил? Да, это он. Ищи вход побольше. подожди, они швартуются, я уже, типа, пустите, я сейчас нырну. Супер, супер. Так, давайте сейчас, да, 2 минутки, я пойду поздороваюсь. Сделаем небольшую паузу, друзья. Всем салют, всем привет. По способностям у нас 16-й. А, да. Тут очень много пооткрывалось. Кстати, яд открылся, вижен не открытый. Яд, хорошо. Хилки нету, удара нету, щит отобрать нету. Есть только... Урон воина увеличен на 30. Шанс крита удара всеми видами оружия на 5. Ну и также здесь у нас. Показатель брони увеличен на 60. Урон получаем в дальнем бою снижен. Я вот это, наверное, возьму. Потом эту, а потом посмотрим. Прикольно. А, вот, прославьте копье Леонида, пережившее битву при Фермопилах. Копье мерцает тайной силой, обостряя чувство владельца.
Ну да, мне надо было немножко по сюжету пройти, чтобы это копье. А то вы мне копье говорили там, а я не понимаю, что за копье. А вот оно. Сейчас, ребят, с вашего позволения. Наливайте пока кофеечек, чаечек. Продолжим. Ребят, ну рассказывайте, чем занимаетесь? Мишанька, как Mass Effect? Что ты там проходишь? Да, Ричард, как работа? Как настрой? Ассасина, говорит, у меня уйдет на 100 часов, наверное, да, плюс. Ух. Это жестко. Жестко. Ну, тут, наверное, все-таки стоит больше по сюжеточке идти, да, нежели... Сейчас я, друзья, еще проверю. Анна, я извиняюсь, ребят, да, что комментарий сразу не отвечаю, потому что не отображается, ну, отображается не всегда. Спасибо, Анна ставит лайк. Так, 2 раза R и копии полетят, если ярости хватает. Чтобы быстро свалить, переходи на полный ход. Тут мне надо как-то потренироваться, что ли, в этих баталиях, в морских, я имею в виду. R, если с лука стреляют, там, или с копи, там, знаешь, как копи стреляет? Типа зажимаешь левую кнопку мыши, отпускаешь. А вот именно одиночный какой-то, как гарпун. 2 раза, говорит R. То есть должна появиться... Ладно, я попробую разобраться. Спасибо большое за советы. Спасибо, добро пожаловать. Вот, постараюсь в этом плане как-то. Потом, может быть, время найдем какое-то, больше поплаваем. Так, ну что, поехали.
Ой ты, солнце прям, белое солнце пустыни какое-то. О, семья, здорово, здорово. Опа, все в песок. Понял. Чё-то орел засек. Вот ты где. А там что тогда? Подожди, а там что за отметку я поставил? Просто отметка. Нормально, потихоньку, пока не могу встретиться с человеком из-за ковида. Понял? Это хорошо, когда все хорошо. Медведя убили. Вот эти вепри убили медведя. Это тебе за Михалыча. Не, ну шкур у нас с вами хватает вполне. У нас только дерева маловато. А вот там медведь кого-то съел. Прям какой-то в мире животных, да? Кабанчик. Ну, главное, опыта нам дают за него. Да, есть же лук у меня. Что я забываю-то? Ну, лук только у меня другой. Тут я не постреляю им, по-моему. Урон убийца. Урон охотника. Вам ничего не напоминает это? Это что, дверь? Это дверь. Я еще не видел. Помните, как в этом, в истоках? Как же мне попасть внутрь? Да, вот незадача. Кто здесь? Покажись! Нерешительность приближает. Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна, но ты не действуешь. Я собирался! Знаю, но все решает миг между замыслом. Я собирался. Давай, Копье Леонида. ты уже не дитя. Копье отца — это великое бремя, но ты готов. То есть копье деда. Я чувствую! М? Копье! В нем магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду, наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином и принес величайшую жертву. В тебе его кровь, а еще его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить ее, отнять ее у нас. Я не позволю. Знаю, ты воин. Если всегда идти вперед, только вперед, нас не тронут. Буря грядет. Значит, пора двигаться дальше. То есть это еще до событий, да? Произошедших там с сестрой. Мама, я помню о тебе. А по Масс-эффекту там чуть-чуть осталось. По Mass Effect чуть-чуть осталось. Но ты все трилогии проходишь или еще Андромеду, ну, зацепил?
Ты что-то, Мишаня, я смотрю, за отпуск много частей. Что-то там, Ведьмак, Кто мастер? Mass Effect. Кто мастер? Mass Effect, Ведьмак, что там еще, да? Неплохо так засел-то. Древняя кузница. Оригинал без Андромеды. Ну я тоже не брал Андромеду. Как такое возможно? Да, как такое возможно? Может, тут гномы жили? Или эти создатели? Человеку вроде Маркоса. Да. Не, ну согласись, интересно, когда ты проходишь, берешь какую-то серию прохождения, будь то Ассасин, будь то там Ведьмак или еще что-то, и прям по накатанной с первой, со второй. Что-то светится. А вот копье. Где оно, видимо, было сделано. Ну да. А, тот самый осколок. Когда Кассандра собирала. Кузня активна. Хроносинхронизирует трансляцию. Контакт установлен. С кем? С кем контакт? Да, ну да. Да. Хорошо. Деймос. Кузня. Долго же ты была в симуляции. Кем Деймос? себя не жалеешь? Нет, Дезмонд, а это Деймос. Знаешь, догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. А, это я понял, ты с истоков. Признаю, потенциал невероятный. Но как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Ты права. Хорошо. Но только потому, что и тут есть чем заняться. Нет, просто отдохни. А то начнется просачивание, и ты всех нас убьешь, потому что примешь за хетов или фракийцев. Да брось. Фракийцы, кстати, умеют пировать. И помни, мы команда. Тут Мы непонятно, будем прикрывать где тебя сколько тамплиеры. потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в лофте. Алана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в Анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Что непонятно. Сейчас сообщение, а то я что-то сообщение не вижу. Я услышал, что сообщение есть. Где тамплиера? Мишань, тут еще нет тамплиеров. Какие тут тамплиера? Это же история до истоков вообще. В истоках как создавались... Смотри. Как оно получается? В истоках рассказывают, как создавалось вообще все это кредо, типа защитники, баек, айвах, да, там кто, Миджай. А это еще предыстория. Там не было ассасинов, ой, тамплиеров не было. Ну и, в принципе, ассасинов, по ходу дела. Тамплиеры-то, видимо, появились уже когда? Когда захотели, точнее, заполучить всякие вот эти вот, как они называются, яблоко Эдема, технологии создателей и так далее. Тогда вот тамплиеры. Типа хорошая, плохая сторона. А тут это еще такое. Мы подобрались к жезлу ближе, чем когда. Задолго до всего этого. Да, это очень ценный артефакт. Но другие жезлы Эдема удавалось найти и раньше. Один из них Никола Тесла взорвал в России, если я ничего не путаю. Это другое. Если то, что я видела в Египте... А в анимусе они ковыряют прошлое, видимо. законами физики, Исследуют вообще. с ним можно изменить саму суть Вселенной. Но ведь копье у нас, и вроде бы мир пока не рухнул. Просто копье связано с родом. Леонид, Алексиос и Деймос, в смысле, Кассандра, были А, Кассандра. едины.
Вот, вот, вот. Уверена, что жезл Гермеса подчинится тебе? Нет. Но попади он к тамплиерам, они найдут того, кто с ним справится. Вот, то есть сейчас говорится о том, что и тамплиеры могут, в принципе, вот выследить в наше время, в наше. Кстати, как тебе мой новый анимус? В смысле, наш новый анимус? Это оборудование Абстерго. Я модифицировала здесь каждую мелочь. Это прототип консоли анимуса. Брахманская версия с повышенной пропускной способностью. Портативная, но мощность у нее выше, чем доступна НАСА и ЦЕРН. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Орлы ничего, но ручная обезьянка куда круче. Куда круче обезьянка? Центр вселенной, 400-й год до нашей эры. Ну, смотри, Мих, я не знаю, что там как по лору, я понимаю так, что истоки это истоки, эти Абстерго или кто там сейчас занимается в анимусе, ковыряет прошлое, и Абстерго может заглянуть еще дальше в прошлое. Ну вот они ковыряют еще прошлое, как это все вообще зарождалось и так далее. Поэтому, ну, тамплиеры, какие-то там нафиг тамплиеры. Утерянная книга Геродота. Копье Леонида. Не работая я на ассасинов, не поверила бы. Я и так-то верю с трудом. На ассасинов она работает. Море кропотливой работы и вот, археологическая находка века. Только рассказывать о ней нельзя. Прикольно. Вот бы у нас сейчас такие технологии появились, да? Надо там найти динозавров такой раз, в анимус залез, побывал в шкуре динозавра, вылез. Ну, он там-то погиб, пошли откопать. Давно не общались, я пытался достучаться, но ты был оффлайн. Как дела, мой всегда стильный друг Лейла? Сори. Что случилось? Что-то с арендом, я смотрю, тоже не в сети. Уверен, он придет в себя, просто молчалив с тех пор, как вернулся из Австралии. Новый врач сказал, что это нормально, я сейчас всегда с ним. Нашел сайт с доставкой соленой. Зачем это все? Что это тут? Дорогой Киоси, вы забавный. Доктор Бибо сказал со мной... Что это? Кто такая Лейта? Она это догадка, она не говорит о себе в каком-то роде, зовет себя так. Она затаила обиду на остальных Ису из-за их надменного поведения. У Ису и до этого были расколы, как в этот раз, когда Минерва и Юнона ссорились перед Дезмондом. Или когда Конс сквозь время связался с ассасинами за спиной Юнона. И это непокорность совсем другого рода. То есть тут вообще, и видишь, как история из 5-й части. То есть из 3-й, как бы 5-й по порядку, из 3-й по сюжету. Я так понимаю. У Ису до этого были расколы, как в этот раз, когда Минерва и Юнона ссорились перед Дезмондом. Дезмонд, который пожертвовал собой, Юнона Минерва — это создателя. Ису утверждает, что они создали Homo sapiens как своих слуг, и попробуй с ними поспорить. По квалификации Абстерго Ису Homo sapiens divinus, хотя никто не утверждает, что именно они боги. Некоторые Ису отрицают свою божественность, в то время ведут себя ровно как небожители, как... То есть, типа, создатели сделали людей. Нужно понимать, что есть что есть Ису, а есть Ису. Чего? Что есть Ису, а есть Ису. Самым важным шишком является капиталистская триада.
Юпитер, Минерва и Юнона. Ну, Ису это, видимо, создатели, правильно? Ису капиталийцы. Они были кем-то вроде ученых, искавших способности спасти мир от угрозы вспышек на Солнце. Как супергерои, только мотивы не ясно. Юпитер и Минерва благоволили людям, но в дело вступили лишь в момент, когда вулкан Тобу чуть не уничтожил все живое. Юнона участвовала по долгу Ису, но ради личной выгоды. Одной из самых могущественных Ису была Юнона. Юнона воспитала армию последователей, которые пытались найти тела для нее и ее мужа Аита. Юноне хотелось покинуть неосязаемый мир, похожий на духовно-техническую модель загробной жизни. Мы немного о нем знаем, кроме того, что он Ису. То есть Гермес тоже как бы от создателя получается. Поклонялись реки и египтяне ему. Его последователи звали себя герметистами. Бог Гермес, прежде всего в облике Гермеса, покровительствовал магии и алхимии, а его посох стал прообразом Кадуция. В теории он встретил Пифагора и вручил ему свой посох. Таблица Пифагора, да? Каш, здравствуй, добро пожаловать. То есть тут типа как бы все понимание в игре такое, ну, своего рода сделали. Ну, так-то прикольно. Доступ к восстановлению данным. Первое появление человека 270 тысяч до нашей эры. Лет. Первое появление цивилизации. Геотот и его труды. Влиятельная семья, был изгнан и жил на Самосе. Затем принял участие в заговоре с целью свержения Литгмастина Наксосского какого-то. Записывал наблюдения во время путешествия, выступал в открытых лекциях, зарабатывал славу и деньги. Крупнейшая работа. Считается мощным оружием ближнего боя, технологии ИСУ. Ну, то есть ИСУ это как создатели все. Правильно? Технологии ИСУ возможно многочисленные улучшения, предсказуемое влияние на психику, хранение генетического. И то есть вот эти все Аполлон, Гермес, это типа были ИСУ, которые жили, ну, когда создатели были. Потом бах, что там, солнце бахнуло. Хотя нам рассказывали это в какой там пятый, когда Дезмонд пожертвовал, что все это как произошло. Владелец английским, итальянским, отличные навыки из Техаса, США. Готов к работе под прикрытием туриста. Это что это? А, сбор команда. Мы же сейчас на ассасинов смотрим досье, правильно? Тапстерга. Канад владеет французским. Виктория. Что-то знакомое, по-моему, с первой части. Памяти через нервную систему, строение личности ушла из Абстерга после событий перерождения нанята Уильям Майлсом. Дезмонд Майлс, Уильям Майлс, то есть отцом, да? Дезмонда, как бесценный эксперимент. То есть была нанята отцом Дезмонда Майлса. Стал изучать теорию о нашей реальности, как симуляция изобрела такие дебри, интернет. Это кто это? Про заметки. 10 фактов, обладающих сверхъестественной силой. Чудесам можно ли верить? Это что-то пока непонятно. Привет, Вэр. Я недавно была в Египте, а тут общалась с друзьями, зашел разговор о реальности Матрица. Прошлой ночью совершена попытка ограбления собора Нотр-Дема Кэбек. К части историческому зданию нанесен минимальный ущерб, видимо. В церковном секретаре заявили, что преступники сбежали, оставив добычу. Лейла. В какой-то части Лейла встречается. Тема так, потомок. Собор Нотр-Дема, шедевр. Виктория, Лейла, Виктория, Лейла. Что там по почте?
Разглядываю вашу заботу о Киосио. Так, это все это. Сейчас я так... Я не буду эту переписку читать. Это у них какой-то... Чисто кто как работал. Вы уверены, что стоит браться за задание? Со мной связался доктор Биба. Она не одобряет ваше возвращение на службу. Это из Японии наемник. Простите, я пошутила. Это ловушка, знаете. В общем, я рада, вы с вами. Проверьте, волноваться не о чем. Не, ну в целом это интересно. Почитать вот это вот. Где она? Ису и так далее. Как они связали всяких этих гермесов, пермесов, там, Леонид, что тоже был, обладал, что они дали, оказывается, Пифагору знания какие-то, и пошло-поехало. Так, а это что такое? Вот это да. Лейла, поговорить с Геродотом — это невероятно. Да брось, он любит поболтать. Тебе помочь еще с чем-нибудь? С Геродотом он любит поболтать. То есть она из прошлого... Ой, из будущего разговаривает с прошлым? Ну как, данные исследований подтверждаются? Я меняла настройки анимуса, опираясь на тексты из книги. Эта книга — утерянный труд Геродота. Он первым решил вести хроники исторических событий. Все личности подходят под описание. Клеон, Перикл. Ради возможности увидеть прошлое, я и вступила в братство. Многие хотят вершить справедливость и прыгать по крышам, но только не ты, да? Я стала увлекаться историей после рассказов деда про своего деда-ирландца, моряка и искателя приключений. Так что я продолжаю традицию. Это большая удача. Удача — это миф, помнишь? Мне уже не раз говорили. Я знакома с Геродотом, но мало что о нем знаю. Он просто гений. Его история считается основной книгой того периода. Столько ученых сделало карьеру на толковании этих текстов. А возможность увидеть Геродота в обычной жизни... Просто, можно сказать, это мой кумир. Фанатея, осуждать не буду. Да! Ладно, работай. Будет что-нибудь нужно, только скажи. В общем, Геродот непростой человек. Не, ну ничего себе, он тоже копье взял и увидел прошлое. То есть какая-то связь имеется. Интересно, близнецы Фрай узнали бы Лондон? Хотя крыша есть крыша. Близнецы Фрай. Синдикат пошел. Как у тебя дела? Ну, угроз не замечено. Приятно снова работать вместе. Полагаю, наши методы совместимы. Все еще расстроен из-за последней стычки с Абстерго? Прости, я не знала, что в Квебеке такие крутые холмы. Но ты и твои рефлексы якудза спасли нас. Прости, бывшего якудза. Мы все живы, и наши раны затянулись. Вот что важно. Конечно, я вернусь в Анимус, пройду по следам Геродота и найду жезл. У меня так много возможностей, так много путей, и никак не узнать, какой из них верный. Ты был главой в японском братстве. Что бы ты сделал? Делай все по порядку. Наблюдай, затем действуй. Или убей всех и обыщи карманы. Твой выбор. Смотри, посох Геродота. То есть у Геродота, о котором мы разговаривали, который Леонида копье, да, я посмотрю прошлое. То есть он тоже непростой чувак, и типа от создателей, видимо... Ну, возможно, у него посох, который достался там от Гермеса, про которого говорили, да? У Геродота. То есть он типа как Алексиос. Или типа как Леонид. Который тоже получил наследство какое-то оружие, какую-то технологию, скажем. Спасибо, что приглядываешь за нами. Не буду мешать. И я скажу, если замечу Абстерго. Просто он менее такой знаменитый, у него менее, там, я не знаю, детей, что ли, чтобы продолжали его делать. Такой спокойную жизнь ведет. Я про Геродота. Жаль, что пришлось... А это уже про посох, говорит, смотри, разнюхала. 3-й эшелон. Или 4-й. Обезьянка говорит, куда лучше. Ва?
И где-то я увидал. Не играл, но видал где-то. Заяц. Ладно, полезли. Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Да, я готова вернуться к Алексиосу. Ладно, я пригляжу за тобой. В доме олимпийцев можете потратить Халк, а на олимпийские дары или особые товары с Саргона, который обновляется. Улыбочку сделайте в 3. Я забыл в 3. Так, да, смотрим. В моем копье сила. Культистов ждет смерть. Так, копье Леонида можно улучшить в кузне Гефеста с помощью фрагментов артефакта. Улучшение копья увеличит ваш запас здоровья, адреналин открывает доступ к более мощным способностям. Убивайте членов культа космоса, чтобы получить фрагменты артефакта. Прогресс улучшения копья можно отслеживать в меню заданий. Семь к запасу здоровья за каждую потраченную ячейку адреналина. Максимальная ячейка адреналина 6. Максимальный уровень способности 2. Нажмите Е, чтобы оглушить противника. Нажмите Alt, чтобы нанять его. Чтобы увернуться. Тут я смотрю, нижняя полоска что-то прям прибавилось. Да, тут вообще наемнички. Подожди, где культисты-то? О, друзья, будем искать, будете помогать, где кто живет. Я пока с ними как-то не особо обращаюсь, с этими культистами. Поговорите с Гератотом. Вот. А, ну вот они, собственно, кузни, да. Тут было копье выковано. Здесь что? Тут некий топор. А тут, возможно, и посох. Форма напоминает меч, с которым Деймос была на встрече культистов. А, меч. Его выковали здесь? То есть у Кассандры меч. Тут топор. Топор мы, видимо, еще не знаем у кого. А это типа как алебарда топор. О, как? А. Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал за... Я нифига не вижу. Я понимаю, что там явно кто-то побывал. Хотя, ладно, так и должно быть. Бывал кто-то до нас. Леонид знал об этом месте? Да, кстати, вопрос. Хороший. Поговорим. Сестра приперлась. Так. Так, стоп, друзья. Сейчас важный момент. Мне надо кое-куда быстро туда-обратно. Сейчас я подойду.
Так, продолжаем. Пришла сеструха. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть! Кассандра, ты жива? Не трогай. Ну же, сестренка! Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. А почему чужой-то? Нужно... Ты что, обалдела, что ли? Мать. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из Спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы! Хорош. Кассандра, ты слишком сильно ударилась головой, раз так думаешь. Ты грязный обманщик, и я тебе не верю. И меня зовут не Кассандра. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Да ты что-то, по-моему... Легенду. Ее тоже придумал культ? Закрой рот, или пожалеешь. У тебя был шанс меня убить, но вряд ли ты сможешь. Это глупо. Нужно найти нашу мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит, хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит, она и тебя бросила. Грустно. Что-то у нее какие-то познания всего неправильно, неверно. Она же была маленькая и сбросил со скалы. Да не он сбросил со скалы. Ты чего? Нас бросили, но мы все-таки выжили. Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья – ничто. Мы хотим править миром. Я убил Николаса. Так подожди, мы не убивали Николаса. Что происходит-то? Если они и правда охотятся за нашим... Я выберу, я не нашел. Николауса они не найдут. Он исчез. Я сам его искал. Мы нашли тебя, пропавшее дитя Николауса. Найдем и его. И он пожалеет, что сбросил меня со скалы. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Ага. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети, в поисках мамочки? Ты слаб. Это не слабость. Ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность? Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен, но они смертны. Во мне течет кровь богов. Они думают, в тебе тоже. Да угомонись ты с богами-то. Ошибались. За ЧСВ шла. Во мне культ стримера, да? Или как там? В кавычках. Схватить твою мать им было мало? Ну что-то типа этого. Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас, наш враг. И он заплатит за это. Как я. Как ты. Говорят, ты собрался в Афины?
Скажи Периклу и его сброду, что грядет их черед. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. То есть у нее меч, Это семейно. а у нас копье. Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. Ай ты! Ты по-прежнему моя сестра. И все же мы нашли друг друга. Говорю же, не трогай. Деймос! Она что же... Геродот. Нужно рассказать ему, что произошло. Она что же должна понимать, что у нас копье, и мы... Ну, раз у нее меч, то у нас копье. И она должна понимать, что... Мы таким же даром обладаем. Только не орем налево-направо и не чейсвэшем. Ладно, сестренка. Наверное, твои взгляды потом поменяются. Так, больше нету ничего такого. Дождь вроде начался. Да куда ж ты допрыгни-то просто вниз? Так. Во-во-во. Кто кого, ребята, давайте. Михалыч, все. Победила дружба, давай. Пока. Да не трогаю я тебя. Поговорите с Геродотом. Бегу. Выходит так, что я понял некие такие взаимодействия. Ну, что у Геродот тоже получил какую-то силу. Посох. Раз в Абстерго говорили, ну, эти ассасины, короче, Анимус. Геродот получил посох от Гермеса. У Кассандры меч. У нас копье Леонида. Он сказал, да. Остается там еще две, как бы, кузни. Возможно, из них одна была выкована посох, меч, копье. А кто еще? У кого-то... То есть там еще одна кузня была. Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу. Я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Она с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиос, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас, мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там. Круто. Воспоминания возвращаются. Взято несколько заданий. Я вообще не успел ничего даже ответить. Какие-то задания уже сразу набрали. Скоро отплываем! Капитан на борту! Так, тогда надо проверить. Древняя кузница, быстрое перемещение сможем сделать. Так. После встречи с Деймосом лицом к лицу Геродот и Алексис отправились к Периклу, правителю Афин. Они надеялись узнать у него, где искать мать Алексиуса. Отслеживать. Очевидно, что культ стал серьезной угрозой. Культисты пробрались все ближе. Теперь они охотились не только за Алексисом и его семьей, но и за Периклом, отцом демократии. Собери части артефакта 1.3.
Установить силу копья можно лишь с помощью частей артефакта, который носит. То есть надо еще 3 куска, да? Но это культисты. Давай, значит, сначала отправимся к правителю Афин. Где у нас? Вот она. Атика. Та-та-ра-та-та-та-та. Вот не имется, да, всем. Жили бы хорошо бы в достатках и кушали, и семья там. Такие, блин, места красивые. Это опасные воды, капитан. Опасные воды, капитан. Возле Хеоса море коварно. Надо быть осторожней. Что? Наверное, на дне моря нас поджидают Сцилла и Харибда. Нет, пираты! Много пиратов! Ха! Ничего-то! Так, а пришвартоваться тут где? А? Разыщи меня в Афинах, у холма Пникс. У холма Пникс. Так, здесь, по-моему, какая-то должна быть статуя. Пропуск в высшую лигу, семейные приключения. Песчаный залив, Серебряная гора. Божечки, сколько ж тут опять всего-то. Ну тут еще больше. Материк. Доберись до холма Пникс. Родина демократии. Еду я на родину. Пусть кричат уродина, да? Как песенка. А она нам нравится. О, роднулька приехала. Тут. Еще одна девчонка. Радулька, привет. Как кто не зайдет, сын заходит, сразу с черепахом здороваться. Жена заходит, сразу с черепахом. У меня вообще что ли нету? Да ладно, занятый. Я пока тут путешествую. Как дела? Холодно, да? Ну и автобус не прогретый. Надо Володе написать. Че ж автобус холодный подает? Надо с подогревом сидушки. Посмотрим, что ждет меня здесь. Отопление. Ну возьми с собой батарею из дома. Так, Афины. Нам бы сейчас посмотреть. Так, сейчас, друзья. Это Аттика. По Аттике у нас с вами какие тут есть? Глаза космоса, 18. Отыщите всех членов культа космоса и убейте их, 1 из 16. Во время войны никому не удалось хранить свои секреты. Это, короче, мы получим костюм, да? Угу. Мне интересно по статуе сейчас попробовать. Глаз Одиссея. Это не то, не то, не то. Так.
Медведица, бык, лань. Вот лань. На островах Абанта. Мы пока с вами туда не до... Немейский лев. Будем бить. О-о-о. Статуя Афины в Атике. То есть, все правильно. Здесь статуя Афин надо найти. Тоже отслеживание можем поставить. Я, правда, не знаю, где эта статуя Афины. Какие-то постройки. Это все пока строится. Возможно, вот туда надо залезть. Сразу вижен взять и будет понятней. Есть коняшка. Вы позволите? Вроде никто не против. Вот тебя штырит-то, ты нормально-то я шел по ступенькам, понимаешь, по ступенькам. Вперед! Ми. Тормозов нету. Ми. Театр Диониса. Дионис, по-моему, тоже какой-то, да, полубог, как Персей. Я не помню. Вы находитесь близко к цели. Я пришел. Пройдите следующей точки. А, вот она. О. Как красиво, блин, ребят. Интересно, а разрабы прям воссоздали или... Ну так, чисто по каким-то историям это делали? Круто. Негр пришел. Подожди, мы еще никуда не пришли. Так, как, пустите меня в статую. Да, батька подождет наш. И что? Тут как на пирамиду залазишь, еще выступы надо смотреть, где какие есть. Знаменитый Акрополь. Памятник человеческому мастерству. Мудрая богиня войны. Мудрая богиня войны, радости. Или тебе видать свой город в преддверии. Подожди, богиня войны, а разве не этот, как его, блин, бог войны-то был? Как он, Арекс?
Ну все, ухо почесали. Сейчас. Аж дух захватывает. Ела. Ребят, здравствуйте, не спитесь. Здесь сказано, что его автор Фемистокл, афинский полководец. Угу. Когда мы обогнули холмы, нашему взору открылись многолюдные Афины, а сверху на нас смотрела Афина. Там стоит она, вечно скорбящая о наших страданиях, всегда благородная и милосердная. Соломы нету? Есть. Все, к отцу потом вернемся, расскажем. Да, я всех отцами называю. Всех мудрецов. Ну а как по-другому? Они добрячки, мудрые. Так. Ай, ты все ноги отобьешь, пока тут доберешься. Нет, на столб. Все, молодец. А ты кто? Скрытая атака без оружия. Это кто, быка, что ли, валил? С медузой Горгоной дрался. Это я не помню. И какого-то лань, что ли, убивал. Может быть, он. Так, все, мы добрались. Потом по возможности, да, к отцу забежать, к этому слепцу. С ним поговорить. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Перикл, да? На, яблоком. Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем... А тут, как всегда, разборы, да. Он собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. Периклу? Так, встретись с Периклом. Перикл. Назад! Он не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот? Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Алексиос. Здравствуй, Алексиос. Как тебе то, что творится в Афинах?
Не то чтобы хорошо. Вы оба правы, нет. Нечего сказать? Вообще ничего. Вот бы всем остальным понимать, что молчание — ответ не хуже прочих. Но толпа бросается на первый же простой ответ, как голодный пес на кость. Перикл, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине. Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Алексиусу, что ты пригласишь его на симпосий. Ты просишь меня исключить всех афинин и вместо этого позвать чужеземца? Ты слышал, Том? К чему давать им лишний повод? Если он станет работать на тебя, возможно, его сочтут. Мурзик, ты чего? Никакой я не слуга. Алексиус, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готов притворяться. И зачем же тебе на симпосии? Идешь сюда? Идем, поздороваемся с ребятами. Пойдешь? Или тебе окошко открыть? Сейчас, ребят. Пойдем. Пришел лапой такой, говорит. Выпусти, говорит, меня. Сейчас, ваше позволение. Как маленького, да? Надо провести, открыть, позвать, пригласить. Так. Я ищу человека. Ищу женщину, которая очень важна для меня. Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать. И тут он прав. Я проведу тебя, но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно. Скажи мне, что делать. Сначала найди моего соратника, Метиоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Что такое? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Жители Афин решают, кто должен покинуть полис. Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Мой друг возле Агоры все тебе расскажет. Ага. А кто такой Метиох? Ты сказал, он твой соратник. Политический союзник и мой преданный друг. Фидий – известный скульптор. Что такого он сделал? Его собираются судить по множеству обвинений. Здорово, Мишаня. Он в своей Как дела? мастерской, под стражей. Димыч, здравствуй, здравствуй, добро тебе пожаловать. Да, потихонечку, чего, сижу тут в сюжетик вникаю.
Занимаюсь. О, займусь делом, видишь как. Не привлекай к себе. Как сам, Дим? Как дела? С праздником тебя, с прошедшими, с наступающим, скоро Старый Новый год. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии. Лишь бы был результат. Предводители регионов оставляют на досках объявлений контракт, выполняя их, чтобы получить награду. Так, ну нам надо найти какого-то там Метеоха, да, или кто он? И? А где он? Метеох, Метеох. Чтобы попасть на симпозий Перикла, Алексис должен помочь его другу, знаменитому художнику Фидию, покинуть Афины. Чтобы попасть на скандально известный симпозий, Алексис должен был повлиять на исход народного голосования и спасти невинного человека от изгнания. Уже с прошедшими. Все хорошо, живу балдею. Как новый монитор. Ну а супер, супер, Димыч, супер. Ну чё, после 60 Гц Full HD и на 2. Конечно, прям доволен. Доволен и так далее. Вот. Картинка поизящнее немного смотрится, разрешение побольше. Мурсик, ну ты закалил. Блин, выпусти на балкон, потом открой ему дверь. Да это вообще. Если он еще в туалет идет, не смотри на него. Он стесняется. Это... О, такой вот код. Все бомба. Все хорошо. Много было выборов. Хотел Huawei взять. Huawei не по зубам оказался. Там не было модели. Ну, поехали в другое место. В Samsung приобрел. Нормальный. Как-то так. Перикл сообщил, что его соратники Метеох не явился, чтобы попасть. Здорово. Серега, здравствуй. Здравствуй тебе тоже. Добро пожаловать, дружище. Располагайся. Короче, надо у всех узнать. Все узнать, разузнать. Давай в поместье Метеоха. Какой-то скульптор. Видео хочу, блин, дорого стоит для игр. Видюху. Да, Серег, есть такое. Там какая-то сейчас новости 350 выходит. Кажись, недорого. А там как знать. Как знать, друзья. Я сыну-то этот не могу приобрести. Хотели ему Ryzen 1 взять. 12 кесов стоит. Передай, пожалуйста, привет Кириллу и Артему, смайл улыбка. Вот, стоит дорого. Ryzen 1. Оперативка вроде недорогая, 4, но она, может, падает с выходом 5 DDR-очки, да. А так, Ryzen 1, ну, думаю, вообще какая-то шляпа. Надо сразу 2 либо 3. Передай, пожалуйста, привет Кириллу и Артему. Кирилл и Артем, привет вам большой, пламенный. А видюху хочу... Ну да, 350, если что. Только такое закупить. Ну, наши хотелки, Серег, конечно, придется поубавиться. Я бы хотел бы второй стрим ПК сделать. Тоже губа не дура, в общем. Ну же, убей змей, пока не поздно. А, тут грабители, что ли? А, убей змей, пока не поздно. Тут змеи, ё... Все? Братан. Вот так вот почитал. Почитал, короче, пока чатик такой, захожу, а мне змея. Здравствуй. Так, ты кто? Тебя спасти-то? Боги послали тебя. Да, Метеох. Если бы не ты, меня бы съели заживо. У Змеи меня есть не едят видюхи, людей. но они работают. Но наверняка За убивают. такую цену Так играть что на спасибо. них как-то вообще не понимаю. Есть видюхи, но они работают. У меня вроде тоже есть, но у меня 770, помните, когда Ходс еще стримил? Но там отвал, по-моему, памяти у этих 770-х. Вообще в 7 серии отвалы памяти какие-то там нехорошие.
Вот. Не, хотелось бы какую-нибудь, конечно, 300-ю серию, безусловно. Ну, либо 200-ю, побольше, помощнее. Так, ты мне должен, Рад, помочь. Тем, кто попал в беду, мой... Давай, Рад, помочь. Миру нужно больше таких, как ты. Особенно сейчас. Хорошая игра, советую к Я от прохождению Перикла. на стримах. Он волновался за тебя. Часто ты оказываешься в таких Ты ситуациях. обновился до Windows 11. Что за странные шутки? Если Злодеи да, то вломились ко расскажи, мне, как тебе. притащили сюда. Свет Сейчас, секунду. выпустили этих тварей. Сейчас, друзья. Останови их. Кого, змей? Злодеев! По поводу RDR 2, я хотел... В заметках я держу, и уже советовали это, Серег. Да, говорят, очень. У меня есть 2 3060 и 1 3060 из 30 серии. Очень хорошая игра, и типа держу в курсе, как бы, да, ну, я для себя там в голове заметочку. Мафия ремастер, вот, RDR-очка и так далее. Ты обновился до Windows 11, если да, то расскажи, как тебе. Да, обновился, но обновился я не совсем хорош, как это, тебе сказать, не обновлением, не чистой установкой, а из-под Windows 10 там всякими какими-то патчами, что ли. У меня, в общем, жесткий диск неправильно отформатирован, из-за него он не хотел обновляться. Вот, и на просторах YouTube вроде обновился, но сказать, что хорошо, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Плюсы в том, что тут, возможно, Direct 12 какой-то, ну, немножко графа как-то измененная, что ли. Ну, на 12-м работает. Побольше, наверное, части. Тут уже нет выбора в играх, там 11 поставить, либо 12. Возможно, если в Том Клэнси зайти там будет, или в каких-то других играх. Ну, Том Клэнси я привел, потому что играл, там был такой. Вот, по звуку лучше. У сына микрофон даже там самый простенький был, правда, сейчас выкинули, он и то лучше как бы выдавал звук, когда говорил, и слышимость очень хорошая. Вот, ну тут опять же своих косяков полно. У меня сейчас не обновляются, 2 обновления зависли, косяки, картинки вот эти вот, просмотр. Через магазин Microsoft ты обновляешь все эти приложения, что-то тоже зависло. В итоге поставил ту Писаку, или как она, Пикассо, по-моему, программка есть такая для картин. Ну, как-то так в целом. По оптимизации, не знаю, вроде все одинаково работает. Я именно по процессу. Там тесты на YouTube тоже смотрел. Где-то лучше в 10-й работает, где-то в 11-й. Не знаю. В общем, как оптимизация, наверное, игры зависит все-таки. Вот, по оформлению мне нравится. Четенько. Новые иконочки, панелька, все дела там. А так в целом по какому-то видеоредактору тоже не могу сказать. Вот именно по звуку классно. Да, еще минус в том, что... Минус, наверное, большой, это то, что здесь встроенный антивирус. Он даже блочит звуковые драйвера. То есть у меня звук, я в тот раз говорил, у меня звук пропал. Вчера работал, перезагрузил комп, пропал. Звуковые драйвера заблочил. Поставил другие драйвера, ну, тоже от Creative по звуковую карту. И если ты при запуске компании нажмешь, типа, да, ну, знаете, как это, программу запускаешь, есть... подтвердите, а есть отменить. Вот если ты не нажмешь подтвердить, у тебя звук не будет. Ну, либо программу запускай. Короче, как-то антивирусник тут лютует, в общем. Не дает тебе какие-то простые программы там запускать, если он что-то там в них заподозрит. Ну, такие вот дела. Ну, больше плюсов, честно. Сын, например, по учебе, смотри, тут есть конференция, сын по учебе быстрее синхронизируется с классом. Тут сразу программа ставится. Может быть, в 10-ке тоже есть, как она там. Team, что-то такое. Сейчас... нет, я ее убрал. Я думаю, вы поняли, о чем. Какой-то там Teams, ла-ла-ла. Сын просто запускает такой, коннектится Microsoft, логин, пароль, такой, дыш-дыш, вставил ссылку, все работает. В 10-ке там надо было что-то скачивать отдельно, что-то какая-то муть, в общем. Че меня сейчас возненавидит, у меня 2 видюхи, ну ты богато, богато жить не запретишь, да? TeamSpeak. Ну типа да, типа TeamSpeak, а может быть она так и называется. Нет, там Teams, а может быть и она. TeamSpeak, просто я помню программу. Сейчас, секунду, TeamSpeak, это прога, я помню, мы в линейке играли, это как
РК этот, RightCall, да, либо как Discord. Ну, может быть, так называется. Стул. А я фиг его знает. Дим. Дим, какой-то, короче, стул. Какой был, такой взял. Потому что перед Новым годом в такую цену очень мало. То есть в магазе, куда мы ездим обычно, до Москвы, там либо за 11, за 12, там разные. Там Red Squire кресло, Cougar кресло. Либо, короче, десятка, но у них прям, знаешь, чувствуешь, трогаешь материал, вообще не айс. Либо, короче, к 20-ке и за 20. Но там материал огонь. Ну вот, пришлось заказывать что-то среднее. Там где-то в районе 16. Именно заказы, чтобы с доставкой не тащить откуда-то с Москвы, а чтобы привезли. Вроде довольный, нормально сидится. Все окей. Team Viver. Да, сейчас я скажу. Все, удачного стрима. Отошел, буду семью развлекать. Teams, Microsoft Teams просто называется. Ну, встроенное приложение. Вот. А по поводу вообще 11, да, надо все критерии выполнять, потому что я читал, опять же, с форумов, что они не гарантируют как бы работу Windows 11, если ты не выполнил все условия. То есть формат, как это там, процессор подходил, форматировать жесткий диск в нужном формате. Вот у меня он именно не отформатирован. Там еще какой-то ряд условий. Безопасность какая-то. Ну вот это безопасность и есть и жесткого диска. Такие, в общем, дела. Все, удачного стрима. Отошел, буду семью развлекать. Привет, привет, да, семье. Хорошего вам там дня. Так что как-то так. Особыми впечатлениями, ну, они есть, но небольшие. И также минусы есть. Зачем это сделали? В эти смутные времена политики легкая цель. Они сказали, что я змея. Мол, пусть мои сородичи. 10-я нормальная. Ты 7-я нормальная. Если бы она работала, наверное, 7-й бы сидел. Нет, я не говорю, что она ненормальная. Да, Ричард, я понимаю. 10-й тоже огонь. Просто свое такое впечатление, свои какие-то, какой-то небольшой опыт. Вот с чем я столкнулся и что следовало, как бы рассказать. Тех, кто это сделал. Может быть, еще какие-то минусы есть, а может быть и плюс. Рыбацкий район. Пока неизвестно. Бедняками. Обнадежить их. Так я и узнал их голоса. Да? В Рыбацкий район. Меня бросали объедки, оскорбляли. Злодеи скрыли Удачного лица, стрима. но их голоса и запах рыбы я не спутаю ни с чем. Давайте, давайте, ребят. Давайте, спасибо, что забегали. Если бы не материнка, тоже бы на 7 сидел и не слезал. Материнка. Но у меня старая материнка под 7-ю заточена, но там... Как это правильно пояснить? Там, наверное, долго я не просижу на 7-й. Там все-таки под 10-ю. Ну, типа, я не то, что не просижу, там дрова все скорее не найду нужны. Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса. Я слышал их в одном из районов Афин. Они часто бывают на диспутах Клеона, а живут в затопленной части города. Помоги, говорит, Метеоху, короче, а Метеоху спас, а он еще говорит, спаси этих. Я отыщу их, Метеох, не бойся. Люди на грани. Если так будет продолжаться, мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев. Десятая, 11, 7-я. Да, 7-я, по-моему, самый огонь. Я раньше вообще Windows Vista, я как-то говорил, купил, короче, лицензию. После 7-й. Вот это аэро... Как она? Рабочего стола аэро, там же пошло вот эта визуализация, тема. Такой радостный был. Потом настолько она мне наскучила, эта Vista, что ну прям не оптимизированные игры не шли, там еще что-то. А, я другу, короче, прям лицензию, такую боксовую коробочку. Говорю, на, держи, она нафиг не нужна. Сомневаюсь, что ты... А потом, когда, типа, можно было перейти на Windows 8, на Windows 10 с этим ключом, я такой, эх, пожалел.
Пожалел, что отдал. Ну, считай, 10 подарил. Где-то здесь должна быть подсказка. Опять змея. Змеи. Такие же чуть не убили Метеоха. Дависта еще и место кушала хорошо. Да, да, да. А мы тогда активно в Counter-Strike Source играли. С ребятами. Они только пошли. Похоже, задумали Эти Виндусы. и не те, кто напал на Метеоха. Возьмите этих змей, вы знаете, что с ними делать. Нападите на Метеоха, это... Вспомните слова Клеона. Пусть они ведут нас к благополучию. Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Должно быть, нападавшие живут тут. Но, судя по письму, Ага. лишь выполняют. И в огород тело положили. Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? А вот они. Вы напали на Метеоха. Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп. И все это здесь. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольется кровь, не настанут перемены. А зачем вы это сделали? Почему именно змей? Из-за Перикла и его дружков. Мы пленники в своем же городе. Продавец змей сказал, что пришло время заставить их страдать. Нельзя самим вершить правосудие. Теперь мне надо понять, что с тобой делать. Клеон говорит, пора забрать город у элиты. Пора биться. Что бы ты с нами ни сделал, нам на смену придут другие. Я знаю, кто-то дал вам этих змей, вас просто использовали. Кто это был? Настоящий герой Афин. И шавком Перикла его не остановить. Шавком, говорит, Перикла. Ты орудие в чужих руках. Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Там он продает змей. Еще не поздно все изменить, но нужно действовать вместе. Может, ты и прав, раз уж мы живы. Но с чего начать? С себя. Этот район ваш дом. Не думайте о политиках. Займитесь тем, что можно изменить. Мудрые слова, друзья. Я избавлю Афина от продавца змей. Мудрые слова. Мурзик, сейчас мама придет. Но все орет, чтобы мы дверь открыли. Ой, ребенок лохматый. Ну, продавец. Порт Пирея. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Да, да, родноль. Он с одного удара меня убил. С одного, друзья. Просто такой... Ты-тыщ. Хорош. Просто хорош. Я ему, главное, с ноги думал, сейчас пробью, да, там, и начну сразу бить. Приветики, блин. Опасное место. А, смотри, у меня там орел. Чувствую яд в своей крови. Да я офигею! Ты как тебя-то бить-то? Нет, у меня там этот орел, короче, летает. И, ну, змей может убивать, а с ноги пробил змее.
Слушай, да, может быть. С первого раза не зашло. Тебе сюда нельзя. Так, подожди, друзья. Надо что-то предпринять. Что-то у меня прям ваншотает. 20 урона крита при низком, 7 урона воина. Урон от копий 7 урона воина. Есть у меня еще какие-то... Так, это по поводу Перикла, это не то. С луками тоже не то. Да. Урон воина, здоровье, крит, шансу отразить. Ну-ка, давай-ка я сейчас поставлю свой. Волка. Урон убийца от яда, здоровье от яда. Почувствуй яд в своей крови. Я ждал от тебя больше. Тебе не повезло. Ну а блин, ну почему ты так делаешь-то? Ну удар с ноги-то, ну должен же тебя законтролить. Просто удар с ноги и контроль. А он, короче, прыгает, ярость тут же врубает. И все, он непрошибаемый берсерк, ело-пало. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Да куда мы уйдем? Пошли драться. Сложный босс. Да сложно, еще бы вот это вот. Почувствуй яд в своей крови. Ну. Че, блин, за дела? Оттягивай неизбежное. Я долго этого ждал. Он стоит с луком, стреляет. Ты его бьешь, он тут же меч достает, успевает тебя быстрее ударить. Но это не работает так. Ты если сейчас луком будешь бить... Фиксируй цель. Ты если сейчас луком будешь бить, то чтобы поменять топор, у тебя уйдет какую-то секунду. То есть ты пропустишь удар. Не подходи ближе. Тут наверняка есть охрана. Миш, я не знаю, как зафиксировать. Почувствуй яд в своей крови. Вот. Да... Ты вообще, что ли, обалдел? Ну-ка и давай-ка нормально, честно. Надо было отбежать. Ну, я сейчас клавиатуру разобью. Ну так не работает. Хорош, я перекат делал, у меня в перекате ногой бьет. Ты чего, блин? Не фиксируется эта цель гребаная. Колесико мыши, я понимаю. Ну-ка, перестань эти пролаги свои, убирай. Меня могут заметить. Я никуда ничего, я просто камеру верчу. Почувствуй яд в своей крови. Ну, прыгай, блин. Смотри, и достает лук. И ты уворачиваешься, и у тебя не получится уворачиваться.
Да сейчас. Смерть близко. Я убью тебя, Мисти. Ну, ё-моё, ну... Да я же увернулся, да, увернулся, начал бить, блин, ну какой ты... Ай. Читак, ой, читак ты. Гнилой. Сейчас побомбим. Я тебя не подпущу. Сейчас побомбим. Если меня тут заметят, будет плохо. Почувствуй яд в своей крови. Ну вы понимаете, о чем я говорю? Вообще его не берет, ему как-то пофигу, что я там делаю. Ладно, надо долго мучиться, что-нибудь получится. Тебе надо. Прочь. Кать, меня сейчас вообще не до этого. Не с места, наемник. Почувствуй яд в своей крови. Ну, блядь, прыгай ты, карась. Что ты пытаешься доказать? Я вот, нет, у меня просто сейчас сомнения вообще в этом персонаже. То, что ты нажимаешь пробел, он выцеливает тебя точно, какая-то как-то цель зафиксировать, он фиксирует, и ты делаешь прыжок, он тебя все равно ждет, пока ты делаешь прыжок, пробивает, но у тебя эта цель не фиксируется. Каким, блин, боком я должен ее фиксировать? Ну-ка, иди сюда. Бой, навигация, ускориться, прицелиться. Это корабль вообще. Орел. А где меч, лук? Вообще геймпад. Настройки управления. Схема управления. Так, настройки управления. А можно не геймпад тогда? Ну и все. Я ничего не понял из этого управления. Левая кнопка мыши на боковых джойстиках LRB как-то там. Почувствуй яд в своей крови. Ну не надо так делать-то, блин. Я порву тебя в клочья. Да ем, только я же говорю. Ты делаешь удар, он убирает лук, достает мечи и быстрее тебя прессует. Блин, ну все, это читак, я пошел. Успокойся. Да серьезно, ну как так-то, блин? Пробела ты жмешь, он тебя пробивает.
Ты уже удар летит, он такой лук убрал, кинжал достал, тебе дыщ. Тебя там ничего не беспокоит? Ихтиандр в шлеме. Сейчас я подойду. Ну покацал его чуть-чуть, убеги, спрячься, восстановись, дальше в бой. И так несколько раз противник не по уровню пока. Ребята, как там ставить метку? Да. Я не помню, как ставить метку. Так, подождешь, не кричи пока там. Броня нам там не нужна, броня нам не поможет. Надо бы, может, отойти сейчас, сохраниться. Урон убийцы в режиме ярости, 2 к шансу. 10 урон попадания в голову, я не попаду. То есть тут урон убийцы. По стелсу, да? Тяжелый чувак. Ну, покоцал чуть, убеги, спрячься, остановить дальше бой. Так несколько раз. Ну, я думаю, да фиг его знает, так пойдет вообще, нет. Я убью тебя, Мисти. Да тихо ты! Мах. Ну, он продолжает атаку. Ну, пробел. Ну, сработай ты, блин. Прекрати ты атаку. Ох. Короче, его можно убить, но это прям предельно аккуратно на каждую атаку. Либо кушка его... Ну, нет, не пойдет кушка. Он там вертушку вертит. Так. Ну, перестань. Что ты там лагаешь? Там нечему лагать-то. Хорош, хорош. Так. Я тебя не подпущу. Или хочешь поспорить? Чувствую яд в своей крови. Встань, встань. Встань на ноги, блин.
Нет. Тебе не сбежать. Куда ты? Я долго этого ждал. Ну куда ты? Ну, брат. Это очень тяжело для меня. Я не знаю, может, к кузнецу сходить, что ли, там, свечку зажечь, там. Мази каких-то накидать. Меня будут искать. Мне вообще вот это вот микрофриз какой-то прям подбамбливает. Вставай, давай. Жесткий он. Почувствуй яд в своей крови. Ну так не должно. Смерть близко. Ну вот я про что говорю. Почему он не стоит? Если он бьет, я не могу... Почему он двигается при моей комбинации, когда получает урон, но когда он мне наносит, я не могу пошевелиться? Ну это же нечестно, нифига. Dark Souls. Ну на полном серьезе. Попробую найти укрытие. Тут сейчас пошел один удар, второй удар, а третий должен быть отталкивающий. А он такой раз и увернулся. Ну ты как это так? Звездочка солнца. Хмырь, блин. Такой босс. То 2 переката делает, то вообще не может сделать. Вот. Помню всех такой. Еще и рядом со змеей стоит. Почувствуй яд в своей крови. Оттягивай неизбежное. Что ты пытаешься доказать? Ну. Ну то же самое было. Он получает урон, потом отскакивает и добивает тебя. Ты получаешь урон. Ты чего, читак? Надо попробовать какое-нибудь другое оружие. Это, я не знаю. Это не то. А другого оружия у меня нету. У меня есть только кинжала. Ну, либо меч вот этот, афинский. Урон афинским солдатам. Да, попробуем. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. До конца. Почувствуй яд в своей Встань. Встань только на ноги. Тебе не повезло. Сейчас я что-то с настройками сделаю. В одном и том же месте у меня просто микрофризы какие-то лютые идут. При повороте камеры прям такой...
Окружения нет. Да, у меня тут вообще ничего не стоит. Вода, тут нет воды, отражения нету. Я его 3 часа проходил. Сейчас я перезапущу игру. 3 часа его проходил. По-моему, персонаж это дальность. В городах надо ее поубирать. Топор медлительный, это вообще, ну, не про него. Хотя, с другой стороны, когда топором ты бьешь какого-то простого оппонента, да, то ты раз ударил, два ударил, противник ставит такой стан Локи, и третий ты замахиваешься, там, или четвертый он его отбрасывает. А этот именно после 2 ударов при получении урона. Одно дело, если бы ты не попадал, а он еще успевает увернуться и тебе ваншотнуть. Будем надеяться, что это афинский солдат, и меч против него в самый раз. Зачем ты игру перезагружать, не понимаю. Изменил только дальность, по-моему, прорисовки этих персонажей в городах. Но именно когда на город камер наводишь в драке, а он прям такой раз и зафризил. Раз и зафризил. Ну, типа не за микрофриз. Если не получится, значит, ищем кузнеца, улучшаем предметы. Там на сколько денег хватит, а именно оружие. 3 часа. Но ты его добил все-таки, да? Ну, видишь, значит, у тебя не зря. А у меня... Я вот сегодня буду это самое вспоминать. Спать и видеть этого бойца. Так, меч стоит, все нормально. Надеюсь, меня еще не заметили. Чувствую я своим краем. Все, братан. Так, а если убежать, ты говоришь? Добивай. Да какой ты? Ты лук достань. У меня проблемы. Я убью тебя, Мисти. Что такое-то? Блин, какая стена-то? Вы чё? Стены они понаставили. Вот, опять на город навожусь. И фризит. Ты умрешь. Да лук достань. Блин, я талант жму не во время, когда лук стоит. Да, да, когда на город крутишь. Ну... Не верится, что мы победили. У меня вообще слов нету.
Что-то в городах там слишком большое скопление. Я не знаю, что он там фризит, честно скажу. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Или хочешь поспорить? Я иду в укрытие! У меня так загорело все. Да горит вообще. Он под яростью еще когда. Ты пытаешься доказать? Это движок. Сверхблизко. Оттягивай неизбежное. В общем, идея такая. Его просто байтить и фигачить с лука. Это ваншоты. Ты либо бьешь, он увернулся. Ему как бы все равно, что ты там делаешь. Бьешь его, не бьешь, он может... Ну не то ты, какой-то талант, брат. Давай, поехали. Вот эта тряска экрана всякая. Блин, еще тут змея. Ага. И это все, что ты можешь. Он такой тут один. Я убью Потом тебя, попроще. Мисти. Ага, я понял, друзья, спасибо. Ну как ты... Как эта камера поворачивается прям к нему еще жопой? Ты можешь боком к нему, а не жопой? Сверхблизко. Стоп, 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 стоп. Ты всего лишь помеха. Ты умрешь. Да умру, я умру вместе с тобой. Поэтому хилку нужно качать по максимуму. Мишаня, у хилки Ну, елки зеленые, ограничения. Ограничения у хилки нельзя сейчас с этим уровнем. Она и так по максимуму. Блин, это... Я не могу просто. Ну, камера, ну как ты поворачиваешься-то теперь? Блин, пытаешься, чтобы вот стрела влево-вправо, когда стреляет, а камера к нему задница, и ты пробел делаешь в направлении стрелы. Здесь... Хилка. Нет, хилка не по максимуму. Я что-то здесь качнул. И Леонида не прокачан. Хилку не скачай. Сори, забыл. Не-не, хилку я не прокачал. У меня один талант был, я оружие вкачал. Тут как бы уже сори.
встань. Встань, блин, встань стоя. Я убью тебя, Мисти. Блин, этот город еще, уйди отсюда с этим городом. Это все, что ты можешь. Ты умрешь. Да не тот опять. Лук отменяешь, хочешь... Не то, не то, не то. Теперь друзья Перикла в безопасности. Гад. Можно там еще что-нибудь? Пока Леонид не прокачан хилку. Можно его как-то там обозвать? Всеми возможными. Кинжал он мне дал. Да и выкиньте свои кинжалы. Да. Читак, блин, все. Ребята, мы это сделали. Сохранится. А вот меж городов тут вообще неинтересно как бы воевать. Главное, дыши. Да, выдыхай. Люба, спасибо большое. Очень сложно. Вот стена, вот здесь нормально. Как только ты сюда, как будто там скопление большое персонажей. И все, у тебя такой момент микрофриза. Ох. Сейчас тебя сокол убьет. А кинжал. Еще змеюки тут. А куда нам теперь-то? Не, ребят, это реально сложно, блин. Сколько времени ушло? Времени где-то минут 40, Миш. Ну, было 2:40, я пошел дышать, и до этого я убил 2 раза, но меня быстро убивал. Даже час бери в среднем. Ну, точно, что не больше. Сейчас по стриму 3:20, а 2:40 я убил. Ладно. В общем, с луком нормально можно разобраться с ним. Главное, забайтить его. Да вообще, всегда такая, мне кажется, тактика хорошо работала. Не можешь убить вблизи, значит, бать его на расстояние, расстреливай. Так же, как с акулами. Хотя с акулами вообще тут непонятно. Они, по сути, на глубине плавают. Ой, блин. Проваливай отсюда. Да ладно, за что? А чё это? Подожди.
Контрабанда, что ли? Он там! Не понял. Я что, не в свой район, что ли, забежал? По ходу дела. Тебе конец! Тяжелый лук. Так. Я застрял. Рыба. Это все ты виновата, да? Короче, как-то тут надо дальность немножко понизить. Потому что все-таки разрешение стало в 2 раза больше. Из-за этого тоже может, ну, типа, фризить, да? И надо обзор как-то убрать. Именно обзор. А еще город Афина, он такой не маленький. Так, где тут заходить-то, я забыл. Ты застрял. Кто-то много ест меньше, чем ест. Да-да, кто-то много кушает. Ох, нет, чувак меня прям вообще, вот этот Dark Souls, ага. В Dark Souls там каждый босс такой. Там прям в самом начале, я помню, появляешься, там есть эта ледяная змея, и вот погнал. Тренировки уворотливости свои, сноровки показывать. Дела идут неплохо. Пока опасность миновала. Но злодеи все еще на свободе. Это были рыбаки. Их использовал продавец змей, который служит врагам Афин. И что ты сделал? Продавец. Объяснил, С кинжалами. нуждаются, и отпустил. Я думаю, это финальный босс. Я рад, что все живы, но... Сошел бы. Вдруг они вернутся. Они знают. Если что, им придется иметь дело со мной. Что ж, вероятно, встреча с тобой их сильно напугала. Спасибо за помощь, Мистий. Я расскажу об этом Периклу. Ну, скажу об этом Периклу. Но уровень сложности тоже же ведь на него повлиял, да, на этого бойца? Сложного. То есть, если бы уровень был бы полегче, полегче бы, конечно, было бить. Так, а нам дальше какие-то там задания-то еще кому-то помочь? Тяжелый лук, урон воина, урон убийцы. Не, простой мне точно не надо. Там еще где-то двоим надо помочь. Сейчас я найду. Встретить с Фидием его мастерской. Чтобы попасть художнику, покинуть Афины надо помочь. Вот. Где ты есть-то? А, где ты прошел? То есть, короче, всем его друзьям надо помочь. Так, а дальность прорисовки еще какая-нибудь, может, настройка есть? Вы мне подскажете, если знаете. Потому что я вроде как смотрел. Тени там особо ни на что не влияют. Сглаживание, да, оно как-то тоже не нужно. Окружение. Изменять уровень детализации элементов. Для применения этой настройки потребуется... Это потом я сделал. Детализация тоже потом. Вот плотность тоже потом. Туман, тут вода интересно. Отражение. Облака влияют. Повышать детализацию объектов. Низкий уровень качества повышает быстродействие. Для применения этой настройки потребуется. Вот именно дальность. Объемное освещение. Глубина резкости. Может, драйвер поменять.
Ну, персонажи чисто визуально ничем не поменялись, вообще ничем. Но полегче идет. Так вот дергаешь, полегче. Раньше же были такие в играх настройки, типа дальность прорисовки, там, объектов, персонажей. Даже, по-моему, в Ассасине это встречалось в каких-то сериях. А тут-то что-то не забыли нарисовать, ну, видимо, настройку. Либо она куда-то синхронно работает с другой, вшита. Да, красивая скульптура. Очень красиво. Так, где там 3-4 метра? Проходите. Стой! Дальше тебе нельзя. Я к другу, бать. Да, ты не батя, ты служивый, зеленый. Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. Понял. Мне нужно к Фиде. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Меня... Слушай, а можешь правда сказать, меня прислал Перикл? Фиди мой друг, мой возлюбленный Перикл. Давай первого выберем. Меня прислал Перикл. Мне нужно к Фидию. А меня прислали жители Афины, и им нужно, чтобы Фидий умер. Уходи, не то умрешь и ты. У всего есть цена. Сколько драхм тебя устроит? А сколько у тебя есть? Вот, бери. 500. Этого хватит. 5000. Если хоть кому-то расскажешь, убью. Смешно. Я хотел сказать то же самое. Хотел сказать то же самое. Да, FPS подседает конкретно. Стоишь на месте 40. Зашел в закрытое помещение 40. Ладно, ребят, спартанцы не нуждались, и мы не нуждаемся в всяких там апартаментах. Что есть, то есть. Скульптурчики, так, красиво. А где он там? То есть к нему еще и забраться, поди, да? У меня вопрос. Ты скульптор, а как ты сюда забираешься? Извини, что... Бахмута. Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог. Тише, я от Перикла. 5000 отдали, блин. Фини, я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Надо вывести тебя из города. Вывести тебя из города. Он знает о заговоре. Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса. Народ меня любит. Ведь я Фидий, но есть и другие. Вот. Малака. Значит, Перикл спасает тебя не от суда. Это приказ убить тебя. Кто автор? Я не знаю, кому доверять. Я скульптор. Я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать. Сначала успокойся. Тебя ждет суд. Люди против тебя. Теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, Налепил с каких-то скульптур левых, да? Теперь не знаю, что делать. Че лепил-то, рассказывай. Так, обвинение правдиво? Сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться?
К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, это б нам помогло. И копье улучшить. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Я понял. Я их, говорит, отвлеку. Можно приходить и уходить, когда вздумается, а? Эй, где ты там? Такого бугая послали по нашу душу. Сейчас ты мне вернешь мои 5000. Иди сюда. Куда ты пошел-то? Подхилился? Давай, заходи, заходи. Он еще кого-то позвал. О! Подожди. Вот они, мои 500 драхмы. Так, где наш скульптор, друзья? Ты где, ты где? Там, по-моему, черный ход. Блин, тут не пройти. Так, 570 метров. Да подожди. Филипп Залип бежит. О. Нет, друзья, сегодня серия вышла хорошая. Прям бомбезная. Я не знаю с этими боссами. Если это самое сложное, то нормально. Но если типа будет поросенка, какие-нибудь или львы такие лютые, нам не поздоровится. Я вижу кузнеца. Нам нужен кузнец, по-моему. А что мне у него прокачать? Надо подумать. Стой, Филипп, стой. Надо подумать, друзья. В плане доспехов, смотрите, у нас убийца. Тут воина, урон от яда. Но тут есть здоровье, это я сам делал гравировку. Предлагаю доспех оставить. По сапогам без понятия. Там очень дорого это все уйдет у нас. По оружию кинжала я пока не могу одеть. Урон охотника, урон воина, 8 яда. Убийца, адреналин за удар. Это эпический. Давай эпический оставим. Хорошо. Меч Николаса. Тут у нас сокрушитель. Вот он, топор неплохой. Даже есть посох. Урон... Нет, посох нет. Так, это я понял задание. Мы сейчас... Можешь осмотреться? Можно что-то у вас улучшить? Лук. Лук дерева надо много. И этот лук можно. И этот лук можно. Пепельный лук. Ну, кстати, прикольный. Шанс крита в режиме ярости. И это если я двоечку прожимаю, он нормально бахает. Прям стан такой. Он против босса зашло, по крайней мере. Тут гравировка. Тут улучшить. Доспех. Давай доспех улучшу. Так, доспех улучшили. По топору. Топор, я думаю, какой-то мы найдем с вами. Шлем волка.
Перчи. Такие небольшие, короче, усиления сделали. А по гравировке сейчас посмотрим. Урон от тяжелого клинкового охотника, от яда, от огня животным. Сила крита, не то. 8 адреналина за удар. Я бы поставил. Где он есть-то? Вот это. Да, нанесу не потому, что как бы топор классный. Нет, топор я выкину. Во-первых, он мало стоит в улучшение. Да, плюс 2 удара адреналин, 2 удара Дмитрий Чистильщик. Опа, Димон по нас, да? Если заметят, мне не сдобровать. Опять, что ли? Да нас уже все, кто мог, увидел. Я орал тут на всю квартиру. Если подождать, Фиди, быть может, появится здесь. Правильно, родной, будь здоров. С легким паром. Так, ладненько, друзья. Да, на сегодня давайте завершим. Надо разогреваться, короче, запускать, разогреваться, так оно интереснее идет, правда ведь? Надо еще покопаться, в общем, с настройками, посмотрю, кто там делал обзоры, сравнение с графикой, надо полегче сделать немножко игру. С этими тенями, там, обзорами, она и так, в принципе, очень красивая графа. Вот, ребят, встретимся с вами, наверное, завтра, сегодня я уже не буду томить там чем-то там, какими-то играми, тоже пойду покушаю, отдохну там и так далее. Завтра у нас Fallen Good, Darkness Dungeons, а Ассасина мы... Хорошего вечера, меньше, чем линк, больше. Спасибо большое. А Ассасина отложим до послезавтра, это у нас будет четверг. Завтра Fallen Good, потомимся за тролли, там геймплейчик надо подизучить, поспоминать, то же самое. Вот, спасибо всем за поддержку, Дыричард, взаимно. Ребят, всем хорошего вечера, хорошего вам настроения. Спасибо, что еще раз забегали, поддержали. Всем давайте. Удачи, добра. С вами был Мишаня. Всем пока. Как всегда, черный экран.